Здесь вроде бы 6 цилиндров, но он прям вот не кажется большим. Второй раз мы хуже разогнались на полном приводе, потому что мы ехали против ветра. Наверняка было бы лучше, если бы ехали по ветру. Всем привет! Буса-тема продолжается. Моя любимая марка автобусиков Town Ice. Ну, многие знают, что у меня у самого такой же, только уже, можно сказать, в самом последнем рестайлинге. Но сегодня это же выпуск в рубрику «Нестандарт», поэтому я вам покажу сегодня один из крутейших свапов, который можно сделать именно вот в таком кузове. По сути, без разницы, да, что у нас это там чуть ли не первый какой-то рестайлинг этого 30-го, да, кузова, потом вот они вот совсем зализанные пошли, как у меня. У меня есть выпуск про 2JZ, даже установленный в подобный Town Ice. Но у них подкапотка одинаковая, техническое устройство, подвеска, в принципе, одинаковая, вне зависимости от рестайлинга и, ну, я бы так сказал, даже почти что от года выпуска. Только, может быть, сильно будет отличаться совсем старое поколение из конца 70-х годов. А 80-е, 90-е года это, по сути, одно и то же внутри. И, соответственно, если я вам покажу свап вот в таком кузове, да, вы можете понимать, что его можно поставить и в другой какой-нибудь вариант Town Ice, Lit Ice. Кстати, многие думают, что это что-то разное. Нет, Town Ice и Light Ice или Lit Ice это, по сути, одно и то же, отличающиеся только лишь внешними элементами. Сразу могу вам сказать, что это полноприводный, да, даже удивляться, я думаю, не стоит. Это полноприводный, потому что в большинстве случаев люди хотят купить такой микроавтобус именно на полном приводе, потому что на рыбалку на нем ездить можно не хуже, чем на буханке какой-нибудь. Притом это будет более комфортно, более красиво, более интересно. У него очень неплохое устройство. Полный привод у него стандартный part-time. Никаких там подключений, виска, муфт и прочего геморроя. И когда в нем вместо капризного дизеля, а я во многих выпусках говорю, что в Town Ice'ах любых поколений достаточно капризная серия дизелей C-серия, то есть там 2C, 3C, потом турбодизели 3CT, например. Это все достаточно капризные варианты дизельных моторов, в отличие от микроавтобусов High Ace, Highs. У них там хорошие как раз дизеля, там KZ, L, LT серия. То есть, соответственно, если мы свапаем этот микроавтобус на какой-нибудь двигатель, это всегда хорошее решение. Обычно так и бывает. В этой конкретной машине у нас установлен двигатель 1G BIMS от сотого Mark II. Известно, что для успеха постройки такого проекта, либо если у вас случилась неприятность и вам требуется заменить неисправный двигатель, самое важное – приобрести действительно качественный контрактный двигатель из Японии. Компания Автомастер ТВ поможет вам найти и приобрести действительно качественный контрактный двигатель из Японии. Специалисты компании Автомастер ТВ проверяют все, от подлинности таможенных документов и до реального состояния двигателя, вплоть до установки его на стенд и проверки его реальной работы. Не только компрессию померить, знаете ли. Ну и, конечно, они полностью оформляют отправку и сопровождают груз до транспортной компании. Кроме того, другие виды запчастей проходят не менее тщательную проверку специалистами компании Автомастер ТВ. А с недавних пор они еще стали заниматься активно расходными материалами. Масла, фильтры, линки, стойки, втулки, все что угодно. Расходники. Узнать подробности и оформить заказ вы можете у них на сайте. Все ссылки и контакты, конечно же, в описании. Жалко, конечно, что у нас в этом конкретном микроавтобусе уже саму панельку переделали. Я вам хотел бы показать его вариант с квадратной такой рубленой панелькой из середины 80-х. Ну, я вам так скажу, здесь уже и панелька сама по себе приборная, тоже уже от Mark II. Но это обычно всегда так бывает, потому что нам все-таки нужно, когда мы ставим более современный двигатель, нам нужно, чтобы у нас был и спидометр, и тахометр, и уровень в баке бензина показывался. А с родной тросиковой приборочкой, там, с этим всем кондовым, естественно, ничего работать не будет. Ну, я думаю, всем интересно посмотреть, как же сюда встал этот двигатель. Мне все время кажется, что здесь такая вроде маленькая подкапоточка, когда я особенно смотрю на свой бензиновый движочек 3U. Он вроде бы тоже 2 литра, да, ничего вроде бы особенного, но он какой-то громоздкий, я хрен его знает. Может, потому что там коллектор впускной и выпускной вместе соединены в одну кучу, и кажется, что это какой-то большой мотор. А здесь вроде бы 6 цилиндров, но он прям вот не кажется большим. Тоже 2 литра по сути. 1G BIMS, многие говорят, что это двигатель не очень надежный. Многие говорят, что он не очень надежный из-за того, что типа его мощности, его, так скажем, ресурса недостаточно для большой машины, такой как Mark.
Но в любом случае люди ездят, при должном обслуживании двигатель замечательно себя ведет. Конечно, он может быть не такой железобетонно надежный, как 1G какой-нибудь трамблерный, да, например, старый, который, в принципе, да, там ломаться нечему. У него, конечно, есть здесь свои нюансы, но при должном обслуживании, при нормальном масле, при своевременных заменах нормально ездит и все такое. Зато у него 160 лошадиных сил, конечно, это уже весомо, согласитесь, тем более для автобусика, которого в максимуме здесь могло быть только 100 лошадиных сил. Здесь, конечно, вопрос с крутящим моментом достаточно спорный, потому что у родных двигателей, которые в Таунайсе ставятся, у них обычно весь крутящий момент на низах, там максимум чуть за 3000. Здесь мотор, конечно, верховой, достаточно крутильный, это уже не так приятно и не так тяговито. Но в любом случае, если мы выбираем между 3S, например, и каким-то тем же 1G, 1G совершенно неплохой вариант, потому что он сюда становится очень удобно. Ничего не резалось, ничего не кромсалось, ни моторный щит, ни здесь по бокам нигде, уж я не говорю про какую-то силовую структуру, дырок в лонжеронах нету. Единственное, пришлось наварить площадочки под подушки двигателя. В принципе, и подушки использованы тоже родные, морковочные. Мне было интересно, как здесь обошли вот этот вариант, что воздушный фильтр, вот он здесь вот этой лепешкой, да, в марке сделан, и он так выведен, ну, как бы не очень здорово. Но, в принципе, как оказалось, здесь ничего особенного переделывать не нужно. Здесь просто, поскольку дроссель смотрит вверх своим отверстием, просто вот устанавливается труба и все до родного, по сути, воздушного фильтра. Тут с баночкой такой, ну, как бы круглый, цилиндрический, не плоский, как вот в более поздних бензиновых вариантах. И все, и, пожалуйста, меняй такой фильтр, как раньше менял дешевенький, и все замечательно, не надо там покупать дорогущий бимсовский родной воздушный фильтр, вот знаете. Удобство обслуживания теперь даже улучшилось. То есть, если у того же 3U, чтобы поменять свечки, нужно снимать именно вот эту часть, да, то есть водительское сиденье тоже снимать. Здесь теперь все удобно, все сверху меняется, и катушки, и свечки. А катушки, кстати, у 1G это, ну, надо сказать, немножко слабоватое такое место. В любом случае, все замечательно доступно. Мне вот это теперь очень нравится. Этот двигатель тоже на датчике давления, не на считалке, не на мафе, да, вот на этом с лопаткой какой-нибудь, что, кстати, считается сложностью, да, зачастую при свапах. То есть, как был мотор на мапе, так он и остался, только другой мотор тоже на мапе. Даже мозг мотора, да, то есть сам ЭБУ, электронный блок управления, влез в то же самое место, где он стоял с завода, и даже защелкнулся в те же самые крепления. Прикиньте, то есть даже в таких мелочах и то оказался беспроблемный свап, понимаете? Выпускной коллектор, конечно, здесь расположен вот с этой стороны. То есть, по сути, именно в ту сторону, чтобы нам добраться, нужно снимать вот эту часть, которая под сиденьем. Но я не очень представляю, зачем туда можно лазить, именно открывая эту часть. Потому что, по сути, если до лямбда-зонда нам нужно добраться, это вполне можно сделать с ямы, снизу. Здесь был нюанс в отношении топливной системы. У двигателя нету непосредственно здесь обратки. На удивление пришлось использовать ваговскую аппаратуру, топливный фильтр. Он идет сразу с клапаном обратки. Я уверен, что наверняка еще какие-нибудь решения существуют, но именно в вопросах бюджета, если ориентироваться, это очень неплохой вариант. И причем работающий. Я, кстати, прикололся, мне тогда под каким-то видео про машину с подобным двигателем написали, с чего ты взял, что он двухвальный. А вот представьте себе двухвальный. Кстати, у него такая узенькая голова, что да, можно подумать, что он одновальный. Но он на самом деле двухвальный, просто у него ремень ГРМ цепляет только один распредвал, выпускной. Клапан VVTi у него висит только на одном валу, а второй, получается, вал через шестереночку крутится. И, кстати говоря, именно VVTi как раз считается тоже слабым местом, но опять же слабое место он только потому, что у нас народ любит менять масло на масло Роснефти, то есть на отработку бог знает какого качества, и, соответственно, раз в 10 тысяч. А если относиться к машине более бережно, то будет все нормально. Прикольный момент, что радиатор использовали как раз почти что такой же, как я использовал у себя в машине. Радиаторы родные в Таунайсе стоят неоправданно дорого. Я на тот момент, еще пару лет назад, он стоил 13 тысяч контрактный, то есть бэушный. А туда спокойненько втыкается и замечательно работает с бензиновым двигателем радиатор просто от Гранты. Здесь, конечно, использовали от Приоры и алюминиевый, от GS-овский. Ну и, соответственно, маленечко пришлось переварить некоторые моменты. Приварили резьбу для вкручивания датчика для электрического вентилятора. Ну, по факту, работы это все небольшие, зато все замечательно работает.
И, конечно же, все более адекватно денег стоит. Ну, то есть, смотрите, даже если учесть, что алюминиевый тюнинговый, алюминиевый широкий радиатор стоит 20 тысяч на AGS, то родной сейчас стоит, я уверен, еще в 2 раза дороже, да, как все в 2 раза подорожало. Уж лучше пускай будет алюминиевый хороший толстый радиатор. Ну, согласитесь? Единственным категорическим минусом, каким я считаю этот свап, это то, что пришлось все-таки поставить вместе с двигателем из Mark II и марковочный же автомат. Я просто фанат механических коробок, и мне, конечно, прямо, ну как же так, ну вообще, ну вы что? Но все-таки двигатель имеет другие характеристики, и едет он совершенно иначе, не так, как родные двигатели. И поэтому все-таки коротенькая вот эта коробка тяговитая для родных двигателей в Таунайсы не очень подходит. И, знаете, все упирается однозначно в бюджет. То есть именно вот такой вариант, когда мы поставили и двигатель, и коробку, все это, по сути, от Марка, да, все это вот сюда вывели, подключили. Кстати, смотрите, аккуратненько вполне сюда влезло, знаете, сильно тут уж не сказать, что прямо все кромсалось, резалось как-то. Это просто тупо дешевле. Конечно, опять же, если бы он был бы заднеприводный, был бы вообще элементарно, но здесь, в принципе, подружили родную раздатку с марковской коробкой, с заменой выходного вала, естественно, но все-таки подружили. Согласитесь, это не такие уж прям сложные какие-то процедуры. Мост и редуктор остались родные таунайсовские. Единственное, я рекомендую, конечно же, поставить сюда блокировку межколесную в задний мост. Категорически не рекомендую ее ставить в передний. Это будет иначе машина, которая едет только по прямой. Поворачивать она не сможет в принципе ни в какую сторону. Но сзади рекомендую поставить. Кстати, кто не видел выпуски про блокировку, которая стоит в Таунайсе, у меня есть выпуски, какая блокировка стоит в моем как раз микроавтобусе. И я вам скажу, вещь мощная. Ни на секунду не пожалел, что потратил там в районе 20 тысяч на такой, ну, типа тюнинг. Особенно с механической коробкой, это замечательная вещь, никогда, я говорю, никогда бы не пожалел. Мне, конечно, интересно сейчас проверить будет, как он по ощущениям едет, но мы не будем его испробовать именно на полный привод, потому что я просто уже проверил, что без задней блокировки наши стандартные тесты по преодолению диагоналки и по преодолению горки, они не очень хорошо работают, не очень хорошо себя показывают, но мне прям жуть интересно, как он набирает скорость, потому что все-таки масса микроавтобуса это даже не масса Марка, это все-таки почти 2 тонны, ребят, не забывайте. Слушайте, я, конечно, так скажу, просто ездить вообще абсолютно нормально, но чувствуется, что все-таки именно с низов не хватает крутящего. Еду 30 км в час, тут потихонечку, да, еду, и я на 2000, то есть вот я прям поднажимаю, 3000, я разгоняюсь 40, 50. Так, ребят, ну мне уже захотелось, конечно, попробовать, как он именно разгон в цифрах, но я вам сразу говорю, если у нас 2GZ не особо нас впечатлил. Я думаю, тяжеленный, полноприводный, на 29-х колесах, на автомате 4-ступенчатом. Все-таки они полноприводные, они какие-то такие тяжелые, такие все. Вот захочешь, попробуешь на моем прокатиться, он вообще, если механику вспомнишь, он вообще легким кажется относительно полноприводного. Давай! На 2 секунды медленнее, чем 2GZ всего лишь. Так-то почему бы и нет, да? Вот здесь у нас нормально получилось, здесь хорошо. Ну, слушайте, он вот так вот раскачивается весь, он высокий. Естественно, я думаю, на нем никто никогда в жизни не будет после этого разгоняться до 100. Получается, на заднем приводе, да, ехали сейчас? Давай-ка попробуем сейчас на полном приводе. Короче, медленнее, но он так стартует, а? Прямо ты слышал? Ух, так
Думаю, что второй раз мы хуже разогнались на полном приводе, потому что мы ехали против ветра. Наверняка было бы лучше, если бы ехали по ветру. Тем не менее, мне кажется, результат неплохой все-таки для такого автобуса на полном приводе с 29-ми большими колесами. Это даже не мой маленький на 14-х родных колесичках. Тут уже все понятно. Если хотите, в принципе, про эту модель что-то поподробнее узнать, целая куча выпусков про микроавтобусы есть на канале. Есть даже отдельный плейлист про мой микроавтобус. Тоже смотрите во вкладке видео, открывайте, листайте, про блокировку там есть подробно. Подписывайтесь обязательно на канал, подписывайтесь на канал в Дзене, переходите по ссылкам в описании, можете смотреть мои прямые эфиры, мы тоже их теперь стали выпускать. Пишите ваши комментарии, всем пока!